дорогие, с вами Оксана, и сегодня я хочу поговорить с вами на такую интересную и актуальную тему, как подтянуть овал лица за 1 минуту. И кому это интересно, оставайтесь со мной, тем, кто впервые попал на мой канал. Присоединяйтесь, мои дорогие друзья. Конечно, эта тема видео у меня возникла неспроста, не случайно. Я буквально 10 минут назад увидела в интернете видео именно с таким названием, как подтянуть овал лица за 1 минуту. Меня это привлекло, конечно же, я человек, который не верит в чудеса. Я знаю, что подтяжка овала лица, подтяжка лица – это трудоемкая работа. К тому же за 1 минуту это просто сделать невозможно. В общем, интерес взял вверх, я посмотрела это видео и ужаснулась тому, что я увидела. Все знают, конечно же, что мед – это очень полезный продукт, имеет очень много микроэлементов, благотворное влияние на кожу, на организм он оказывает. Про пользу меда, конечно, говорить свои не будем, это не обсуждается, это не оспоримо. Если, тем более, учитывать тот факт, что некоторые люди обладают аллергической реакцией именно на мед. В общем, что я там увидела? Берется мед и используется в качестве массажа именно тот эффект липкости, который мед в себе имеет. То есть в момент, когда вы наносите, мед слегка начинает расходиться, слегка начинает под воздействием воздуха подсыхать. И вот этот момент липкости именно и используется для того, чтобы делать для маски, для массажа лица. Когда я это увидела, я пришла просто в ужас, что происходит в момент, когда вы подобным образом делаете массаж лица. Давайте будем в этом разбираться подробно, и свое мнение на эту тему, конечно же, мои дорогие, я вам выскажу. И, конечно же, я вам расскажу о тех способах подтяжки лица за 1 минуту, но каждый день. Если вы будете делать упражнения, которые я вам сегодня покажу, то, скажем, по прошествии месяца вы увидите эффект, но не за 1 минуту, а делаю упражнения в течение 5 минут ежедневно. Через месяц вы увидите эффект подтяжки овала лица, будет более четкий контур. Если вдруг вы заметили обвисание самого овала, вдруг вы заметили образование брылей, вот подобные упражнения помогут вам с этим справиться. Давайте разберемся, что происходит в момент, когда вы делаете именно массаж с помощью меда. Вы нарушаете тургор кожи. Тургор кожи – это соединительная способность вашей кожи с мышцей. То есть, когда кожа плотно прилегает к мышце, мышца не дает обвисанию вашей кожи. Если вы, тем более механическим путем, делаете подобные, скажем, растяжения, вы отрываете, грубо говоря, кожу от мышцы. Этого ни в коем случае делать нельзя. Даже в момент, когда вы делаете маску-пленку, маска-пленка высыхает, и когда ее приходит время снимать, нужно делать это очень аккуратно, чтобы именно не нарушить этот тургор кожи, снимать по направлению снизу вверх, плавными движениями, ни в коем случае нельзя вот так резко снимать, иначе тургор будет нарушен, кожа, кроме того эффекта, который вы хотите добиться лифтинга, будет эффект абсолютно обратный, кожа с большей вероятностью будет обвисать еще больше. Что касается именно вот медовых масок, медовых массажей, они классно подходят в борьбе с целлюлитом. То есть вот те жировые отложения, вот эти вот неровности кожного покрова, которые вы видите в зоне галифе на 5-й точке, именно вот массаж медовый классно будет разгонять вот эту жировую прослойку. В то же время будет увеличиваться циркуляция крови, приток крови, работа мышцы будет усиливаться и разгоняться вот эта жировая ненужная прослойка, сам целлюлит будет уходить постепенно, если вы будете массаж медовый делать, скажем, 1-2 раза в неделю. Ну, мои дорогие, я думаю, что более-менее эта тема стала понятна, и ни в коем случае не делайте на кожу лица именно массаж медовый. Кстати, скажу,
И о баночном массаже у меня спрашивали тоже подписчицы о том, как я отношусь именно к массажу баночному, который некоторые блогеры предлагают делать на кожу лица. Практически тот же эффект нарушения тургора кожи последует незамедлительно. В сочетании с приливом крови это будет эффект обратный. Ни в коем случае этого не делайте. Кожа лица, тем более возрастная кожа лица, требует очень нежного обращения с собой, очень трепетного, тем более те механические воздействия, которые предлагаются, скажем, вот в момент массажа медового, либо в момент вот этого баночного массажа, как, конечно, по кожным линиям все там предлагается делать. Ни в коем случае этого не делайте, очень бережно относитесь к своей коже лица и ни в коем случае ее не растягивайте. Что предлагаю я для того, чтобы подтянуть овал лица, для того, чтобы убрать брыли, для того, чтобы мышцы и кожа лица все-таки работали, оставались живыми. Конечно же, есть путь косметический, косметологический и уколы красоты, но я предлагаю те способы, которые доступны абсолютно всем. И давайте приступим к упражнениям, которые помогут именно подтянуть вашу кожу. В первую очередь, конечно, под воздействием гравитации опускается вот эта наша опасная зона, наша часть, поэтому все упражнения будут направлены на работу именно вот этих мышц. Да, и, пожалуйста, досмотрите видео до конца, покажу упражнение, которое поможет избавиться и от морщинок, то есть заставим работать мышцы под нашими глазками. В общем, давайте обо всем по порядку. Первое упражнение будет выглядеть очень смешно, возможно, кто-то делал подобное упражнение, кто-то впервые. В общем, показываю. Делается это так. Губу верхнюю и нижнюю мы как бы вправляем за зубки. Пытаемся это сделать. Сделать это, конечно, будет невозможно, но напрягаем именно вот эти мышцы, которые будут как бы растягивать вот кожу носогубных складок, вот эту часть нашего лица, все, что будет растягивать эту мышцу. Подобные упражнения делать по 6 раз. Потом расслабление. Расслабление делается вот таким образом. Просто легкие вот такие вот движения расслабляющие по той мышце, которая все-таки работала. Вот таких подходов по 6 раз нужно сделать 3 раза. Если вы ощутили напряжение, это очень хороший признак, значит, вы делаете все упражнения, это упражнение правильно. Следующее упражнение, которое усилит вот тот эффект, который предусмотрен в первом упражнении, направленном на лифтинг. То есть мы ощутили это напряжение и начинаем усиливать, усложнять. То есть поднимаем шею вверх и делаем то же самое упражнение, но в момент, когда вы губки заправили за зубы, открываете, закрываете рот, и все это делаем с приподнятым подбородком. Вот так вот это выглядит. Тоже по 6 раз мы это делаем, и мы чувствуем, как вот нижняя часть скулы напрягается. И когда вы чувствуете вот это напряжение, мышцы лица обладают такими же свойствами, как и любая мышца на нашем теле. И очень важно в момент, когда вы делаете какое-то упражнение, чувствовать, как работает ваша мышца. То есть, когда в момент приседаний вы чувствуете, какая группа мышц работает, то же самое должно происходить и с мышцами лица. Вы должны чувствовать, какая именно мышца работает. Вот в момент, когда делаете вот это упражнение, поднимаете подбородок, заправляете губки за зубы и открываете, закрываете, также на счет 6 раз сделали, немножко расслабили мышцы, разогнали кровь немножко и продолжаем 3 подхода по 6 раз. Конечно, это займет некоторое время, но эффект все-таки не заставит себя долго ждать. И, как я уже обещала, упражнение, которое поможет избавиться от морщинок и немножко подтянет кожу вокруг ваших глазок. Ставите указательный палец
на соединение, вот вы нащупываете косточка, да, где заканчивается, и заканчивается ваша мышца, так вот, нащечная, и фиксируете вот это положение. С губками делаем то же самое, что и в первых упражнениях на лифтинг лица. И моргание. И начинаем моргать. Выглядит это смешно, но эффект вы почувствуете сразу. Таким образом это выглядит. Вот указательными пальчиками вы будете нащупывать, что мышца именно в момент, когда вы моргаете, напрягается. Убрали пальчики и делаем расслабляющие вот такие вот движения в одну сторону, в другую сторону. Вы сразу почувствуете, что напряжение вот именно в области вот этих мышц все-таки происходит. Вот тот момент, когда вы ощущаете, что ваши мышцы напрягались, и в момент, когда вы прекратили делать это упражнение, наступило такое расслабление. Вот подобные упражнения помогут подтянуть кожу на нижнем веке и верхнее веко. Классно будет работать. Мои дорогие друзья, я думаю, что вот эти упражнения, если будете делать ежедневно, классный эффект через месяц вы ощутите на себе. Конечно, важно в момент лифтинга, когда вы хотите добиться эффекта подтяжек и подтянутого лица, очень полезно упражнение на работу именно нижней части, то есть делаем дренажный массаж вот таким образом. С одной стороны похлапываем 10 раз, с другой стороны 10 раз похлапываем и разгоняем, то есть в сторону ушей, вот такими легкими движениями, не растягивая кожу. Можно немного добавить вот такие круговые движения, чтобы дренажный вот этот эффект все-таки присутствовал. Но вот что касается вот этого дренажного массажа, очень полезно делать его утром и вечером. В мой ежедневный уход подобные упражнения просто уже вошли в привычку. Я в момент, когда делаю вечерний свой ритуал ухода и наношу крем, в итоге я обязательно делаю вот подобные упражнения по 10 раз с каждой стороны. Я еще и добавляю вот такие движения именно по подбородку. У кого, возможно, есть и вот проблема с обвисанием именно вот этой части шеи. Тоже многие подписчицы спрашивали у меня о том, как же избавиться именно вот от обвисшей кожи, именно вот в этой части. Я тоже упражнения показывала. Вот такие простые способы помогут все-таки сделать в домашних условиях эффект лифтинга, то есть подтяжку лица с помощью этих упражнений вы можете с легкостью сделать. И ни в коем случае не растягивайте кожу медовыми вот этими массажами, баночными массажами. Очень бережно относитесь к своей любимой возрастной коже, очень тщательно и аккуратно за ней ухаживайте и с опаской относитесь к моменту, когда вам предлагается что-то растянуть, натянуть, там как-то размять. В общем, очень бережно относитесь ко всем этим процедурам. Мои дорогие друзья, если вам понравилось видео, пожалуйста, ставьте пальчики вверх. Если вам видео не понравилось, вы можете поставить пальчик вниз. Пишите, пожалуйста, свои комментарии. Делаете ли вы подобные упражнения? Возможно, какие-то другие упражнения вы делаете. Тоже, пожалуйста, пишите. И я думаю, что другим остальным подписчикам и зрителям будет очень интересно узнать что-то новенькое, и мне в том числе будет это очень интересно и полезно узнать. И я надеюсь, что вы, как всегда, с пользой и удовольствием провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.